Всем привет, я Марина и с вами школа Сакрамел. В этом видео я расскажу, как выполнять аппаратный маникюр. Все подробно от А до Я. Будет очень интересно и полезно. Смотрите видео до конца. Поехали! Вот такие ручки нам сегодня предстоит обработать. На самом деле с этой моделью случился конфуз. Изначально ее записала моделью для съемки моего нового онлайн-курса по комбинированному маникюру. Но дело в том, что кутикула очень сухая, и в этом случае лучше выполнить чисто аппаратный маникюр. Интересно, что у модели на большом пальце продольная трещина, которая постоянно ее беспокоит. Такую трещину, конечно, необходимо реставрировать. Ну а пока мы с вами снимаем старое покрытие. Тут оно довольно долго проносилось. Для снятия использую насадку с зеленой насечкой. Обязательно убираем все старые отслойки, чтобы новый материал держался хорошо и новых не возникало. На том ногте, где располагается трещина, необходимо хорошо снять материал до натурального ногтя, не оставляя слой базы. Поэтому снимаем базу до тонкого слоя, а затем доработаем ее пилкой. Первый этап успешного маникюра – это раскрытие подкутикульного кармана. Для этой цели мы можем использовать апельсиновую палочку или также металлический пушер. Важно соблюдать правильный угол постановки инструмента. Это приблизительно 30 градусов относительно нее. Мы не только толкаем, но еще и приподнимаем кутикулу. Затем прямоугольной стороной пушера, движениями небольшими к центру, вычищаю птериги, пленочку, стелющуюся на ногтевую пластину. Чем лучше я ее прочищу, тем меньше мне придется работать аппаратом. Выполняем такой сухой маникюр. Важно, что в зону лунулы сильно нельзя давить. Это может привести к тому, что ноготь будет отрастать деформированный, волнами. Также необходимо посмотреть на ширину белой луночки. Если она широкая, это говорит о том, что у моей модели нет глубокого подкутикульного кармана, и маникюр нужно делать аккуратно, в стык. На этом этапе также зашлифуем поверхность ногтя твердой стороной бафа, для того, чтобы убрать остатки материала, а также правильно приподнять чешуйки ногтевой пластины для лучшей сцепки. Для приподнятия кутикулы и зачищения птериги будем использовать алмазную насадку «Пламя» диаметром 0,23 с красной насечкой. Она подходит для большинства типов кутикулы. Исключением являются жесткая кутикула, огрубевшие валики, где мы используем синий абразив. Визуально делю ноготь пополам и начинаю обрабатывать левые стороны, совершая небольшие поступательные стежковые движения. Я немного касаюсь ногтевой пластины, но сильно не давлю. Для того, чтобы не было давления, обязательно соблюдайте упор мизинцем правой руки. Таким образом обрабатываю все левые стороны. Насадку располагаю немного по диагонали. В синусном повороте совершаю короткие движения, чтобы не поранить кожу. Для обработки боковых пазух необходимо хорошо оттянуть валик, и можно их зашлифовать. После того, как обработаны все левые стороны, приступаю к обработке правых. Переключаем направление вращения фрезы для того, чтобы она шла на сопротивление, положение реверс, и работаем слева направо. Тут те же самые стежковые движения, которые мы делали до этого. Работаем всегда плоскостью насадки, не поднимаем ее на носик, чтобы не травмировать и не пропилить ногтевую пластину. Неотъемлемый этап аппаратного маникюра – это создание юбочки. То есть, когда кутикула приподнимается и стоит удобным образом для аппаратного среза. Мы продолжаем работать в положении реверс, только теперь справа налево. И рукоятка аппарата меняет свое положение, становится перпендикулярно ногтевой пластине. Работаю носовой частью насадки. Следите, чтобы в этот момент насадка не касалась ногтевой пластины в избежание пропилов. На этом этапе часто можно увидеть, что происходит внутри подкутикульного кармана, насколько хорошо вы его доработали и прочистили. Если что-то все-таки осталось, необходимо это доработать, чтобы маникюр получился чистым. Также на реверсе прохожусь слева направо. И теперь наша кутикула готова к аппаратному срезу.
Поскольку кожа у моей модели сухая, объемная, я выбираю насадку цилиндр скругленный с синей насечкой. Она будет хорошо срезать кожу, а не просто шлифовать, как красный абразив. Первым проходом мы приподнимаем еще больше кутикулу торцевой частью насадки, приподнимая ее, а вторым проходом начинаем срезать. Тут работаем поступательно, но важно не перетирать на одном месте, чтобы клиенту не было больно. Всегда следите за его реакцией и остановитесь в нужный момент. Конечно, срез получится не столь идеально гладкий, поэтому для шлифовки рекомендую силиконово-карбидную насадку или в моем случае алмазная насадка, также скругленный цилиндр с красной насечкой. Можно шлифовать кожу в положении forward на скорости 5-7 тысяч оборотов справа налево. Также можно нанести увлажняющий тоник или водичку на кожу и зашлифовать по ней. Таким образом кожа будет скатываться и меньше вероятность возникновения заусенец. Также прорабатываем в положении forward, берем палец верхним захватом, поворачиваем на бок и начинаем с валика проходиться над кутикулой и дорабатываем левый валик. Самое главное, чтобы не осталось никаких заусенцев. Все внимательно просмотреть. Помимо кутикулы шлифую некоторые трещины, которые имеются у моей модели. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. С маникюром закончено, посмотрим на результат. Все очень красиво и чисто. И мы приступаем к покрытию. И первый этап перед покрытием – это придание формы. Мы хотим сделать что-то похожее на мягкий квадрат. Ногти моей модели далеки от этой формы, поэтому нужно будет их восстанавливать. Обезжириваем, наносим подготовительные препараты, праймер и базовое покрытие тонким слоем в качестве подложки. На большом, где трещина, промазываю базой, ставлю небольшую каплю на место трещины. Для ремонта буду использовать специальный материал Fiberglass. Вырезаю небольшой фрагмент, прикладываю на трещину и пропитываю данный материал базой. Он становится прозрачным, и теперь ставим на просушку в лампу. Таким образом трещина будет армироваться и не будет расходиться дальше. Моей модели не будет столь неприятно, как до этого. На тех ногтях, где не хватает уголков, мы выполним достраивание гелем-желе. Это такой материал, который не растекается, выкладывается достаточно тонко, в отличие от акригеля, поэтому мы выбрали именно его. Тонкой кистью вытягиваю гель по воздуху и быстро отправляю на просушку. Тут важно работать по одному ногтю, чтобы материал все-таки не подстягивался к центру. Все просушили, снимаем липкость и придадим четкости свободному краю. Немного пройдемся по поверхности, чтобы убрать образовавшиеся неровности. И теперь мы готовы к выравниванию базой. Тут, как обычно, сначала промазываем полностью ногтевую пластину, создавая влажный слой, ставим небольшую каплю вместо наивысшей точки, растягиваем и поправляем тонкой кистью. Можно перевернуть для распределения материала. И проделаем все то же самое на остальных ногтях. Сейчас как раз хорошо видно, что на большом трещина полностью заармирована и ноготь не расщепляется. Под ногтевой пластиной у нас остались некоторые ступеньки материала, поэтому необходимо их выпилить при помощи фрезы. Я использую насадку с тонким носиком. Убираем всю пыль. Мы закончили наконец-то с опилом и покрываем ногти очень красивым цветом. Подвожу ближе к кутикуле, подкрашиваю тонкой кистью, натягиваю материал на торец и отправляем на просушку. Дополним глянцевым топом. Можно немного перевернуть руку для создания ровного блика, и наш маникюр готов. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации.
Наш результат – аппаратный маникюр без режущих инструментов. Ставьте пальчик вверх, если понравилось. Кстати, на моем канале помимо обычных видео есть записи прямых эфиров. В одном из них мы подробно рассмотрели комбинированный маникюр. Посмотрите тут. Ну а я желаю всем успехов, счастливо, пока-пока!